Новости Nova Lake и следующих архитектур. Пока AMD откусывает очередную долю серверного рынка и позорит себя выпуском юбилейного восьмиядерного процессора десятилетней давности, Intel постепенно двигается вперед. По мере приближения к большому анонсу следующей настольной архитектуры всплывает все больше деталей не только о ней, но и о ее наследниках. Сегодня соберем по полочкам, что реально нового мы узнали про Nova Lake и про то, что Intel готовит после нее. Мы остановились на поправке Джей Кин от 13 апреля, где он уточнил, что модели Nova Lake 22, 24 и 28 ядер — это все одноплиточные варианты. Двуплиточные варианты начнутся только с 32 ядер и выше. 15 апреля 2026 года массовая публикация списка будущих процессоров. Многие издания ссылаются на уже известную вам таблицу Videocards. В этот же день поступил комментарий от Tom's Hardware по поводу варианта 42-44 ядра. Раньше все думали, что 42-ядерный процессор — это асимметричные плитки с разным числом ядер. Теперь это две симметричные 8P плюс 12E плитки. В итоге 44 ядра. Симметричные процессоры, как выяснилось, проще для производства и валидации. В качестве побочного эффекта освобождаются 6P плюс 12E плитки с меньшим числом ядер. Это удешевляет Intel вариант X3D и сильно меняет позиционирование на рынке. Они могут уйти в модели с заблокированным разгоном, но с большим кэшем. Это первый намек, что Intel рассматривает большой кэш не как премиум-фичу, а как массовое, а значит доступное оружие против X3D. Тогда же в Videocards и в других изданиях обсуждалась идея среднего варианта Core Ultra с 16 ядрами и 12-блоковым GPU. Основная идея — попытаться заменить дискретные бюджетные видеокарты. Теперь плавно переходим в май. 18 мая вышел твит от Silicon Fly о том, что инженерные образцы Nova Lake отправились на тестирование партнерам Intel. В этой утечке автор поднял планку ожидаемой производительности до 20% в среднем и до 30% в оптимистическом варианте для однопотока и до 100% во многопотоке. И это первая утечка после J-Kin с принципиально новой информацией. Раньше говорили про прирост однопотока до 10% и многопотока до 60%. Теперь же до плюс 20 и до плюс 100 соответственно. Цифры заметно выросли. В качестве причины указывает увеличение числа исполняемых инструкций на такт ядра Coyote Cove плюс BLLC плюс новые инструкции AVX 10.2 и APX. Напоминаем, что это все еще оценка Intel из внутренних слайдов, а не реальные тесты. Окончательную картину дадут только тесты на Customer Electronic Show в январе 2027 года. Также стоит сразу подчеркнуть, технология обработки двух потоков данных на одном ядре и хайпертрединг в Nova Lake не возвращается. 52 ядра — это все еще 52 потока. 20 мая TechPowerUp обновил список Upcoming Hardware Launches. Это фоновое подтверждение старта Nova Lake во второй половине 2026 года, но без новых деталей. 22 мая большой ролик Тома Пеллегрино из канала MLead «Утечка Intel Thunderhawk». Здесь много информации, и дорожная карта перерисовывается до 2029 года и далее. Посмотрим на новую информацию подробнее. Razer Lake — настольные и ноутбучные варианты. Четвертый квартал 2027 года. Razer Lake действительно успевает выйти всего через год после Nova Lake, но не потому, что Intel ускорился. Просто менять они собираются ровно одну плитку — новый вычислительный блок на архитектуре Griffin Cove. GPU, хаб, PCD-плитки — все это переедет с Nova Lake без изменений. По сути, Razer Lake — это Nova Lake с пересаженным процессорным тайлом. Большинство вариантов новых процессоров, то есть U, H, P, а также Core Ultra 3 и 5 Desktop — простая перемаркировка Nova Lake. Те же старые ядра Coyote Cove плюс Arctic Wolf. Новые ядра Griffin Cove только во флагманском Razer Lake S и мобильном HX. По масштабу прироста инструкций на такт более 10%, то есть двузначный рост IPC. И ядра все еще Arctic Wolf, а не Golden Eagle, как говорили раньше другие источники. Возможно, Intel переименует их в маркетинге в Golden Eagle, но архитектурно это то же самое. Упоминаются три варианта вычислительных плиток у топов: 8 плюс 16, 8 плюс 16 плюс BLLC и двойной 8 плюс 16 плюс BLLC. Сокет тот же, что у Nova Lake, LGA 1954. Платы переживут смену поколения. Razer Lake UL ультрапортативный
Это старый Nova Lake Crystal 2P плюс 0 на Intel 14A техпроцессе. То есть Griffin Cove до ультратонких не доедет. Что касается Razer Lake AX, бывший Nova Lake AX, он не отменен, а просто переименован. Несмотря на ранние слухи об отмене, чип жив. Переименование чисто календарное. Nova Lake AX выходит позже своих обычных собратьев, и в его окно запуска как раз приезжает Razer Lake. Intel решили, что раз уж половина Razer Lake — это рефреш Nova Lake, можно и AX-вариант называть Razer Lake. Архитектурно это все еще Nova Lake AX. Начинка процессора — это старые Coyote Cove и Arctic Wolf, известные нам по Nova Lake. GPU-часть состоит из 32 исполнительных блоков XE3P, это втрое больше, чем у Arc B390. На борту рядом с чипом память LPDDR5X или LPDDR6, точно как было у Lunar Lake. Целевые конкуренты — AMD Strix Halo и Strix Point. В таблице из апрельского ролика AX-вариант числился как отменен, это была ошибка. Здесь важно отметить деталь, на которой MLID отдельно останавливается. Intel тихо убрал Celestial и Druid, следующее поколение после XE3, из своих дорожных карт. Battlemage для ноутбуков не вышел, High-End Battlemage не вышел тоже. То есть X3 3P в Razer Lake AX — это фактически последняя серьезная итерация собственной графики Intel в обозримом будущем. И вот теперь становится понятно, зачем им NVIDIA в Titan Lake Halo. Это не бонус, а закрытие дыры в дорожной карте. Titan Lake, 2028 год. Впервые подтверждено, это будет только мобильный вариант. Десктопа не будет. U, P, PX линейки основаны на ядрах Copper Shark, что представляет собой унифицированную архитектуру ядер первого поколения. Один IP для P и E ядер. Главная мысль здесь — Intel фактически отказывается от классических E ядер. То, что в Copper Shark будет называться E-Core, то есть экономичное ядро, это просто так называемая плотная версия, dense, того же ядра. Логика та же, что и у AMD, Zen 5 и Zen 5C. Intel просто не хочет признавать, что эксперимент с разделением на P и E ядра себя не оправдал. Маркетинг, возможно, будет продолжать говорить E-Cores, но архитектурно это будут единые ядра. Titan Lake Halo — это бывший Serpent Lake. Кстати, что касается имени Serpent Lake, которое мы обсуждали в январском ролике как отдельную архитектуру, MLID говорит прямо, ни в одном внутреннем документе Intel такого имени нет. Все, что внутри относится к этому, называется Titan. Возможно, Serpent Lake всплывет позже, как маркетинговое название для NVIDIA вариантов, но как отдельной архитектуры ее просто нет. Halo — это разные плитки. CPU-плитка от Razer Lake на Intel 18A плюс GPU-плитка NVIDIA Rubin RTX на TSMC N3P. Titan Lake и далее будут использовать NVIDIA-плитки во многих продуктах. То есть это не разовое партнерство в Halo, а потенциально стратегия на несколько поколений вперед. Что касается памяти, то упоминается 16 каналов LPDDR6. Ну и, наконец, Hammer Lake, 2029 год и далее. Главное откровение от MLID. Первое. Возвращается мультипоток гипертрейтинга. Мультипоток убрали из Arrow Lake, десктоп, 24 год, и Lunar Lake, мобильные, тоже 24 год. В Nova Lake его также не будет, а вот в Hammer Lake возвращается. Второе. Архитектура ядра Thunderhawk. Это унифицированная архитектура второго поколения. Один вариант ядра для P и E ядер. Третье. Большинство десктопных вариантов процессоров только P-ядра. Четвертое. Разъем LGA1954 общий с Nova Lake и Razer Lake. То есть это уже третье поколение CPU на одной плате. Если это подтвердится, впервые у Intel будет что-то близкое к долгожительству AMD AM4. Пятое. Техпроцесс, GPU, точный конфиг ядер пока неизвестны. Есть один важный нюанс, который теряется в пересказах. Гипертрейтинг официально подтвержден только в Hammer Lake. Но MLID отдельно говорит, что есть шанс увидеть гипертрейтинг уже в Titan Lake. Это не подтверждено документами, но Intel это обсуждает. То есть возвращение гипертрейтинг может произойти не в 2029 году, а уже в 2028. Также MLID отдельно подчеркивает, точная конфигурация Hammer Lake меняется в утечках чуть ли не каждый месяц. Один из обсуждаемых вариантов
Десятки P-ядер плюс еще больше E-ядер. Но любые конкретные цифры по Hammer Lake сегодня — это спекуляция. В итоге, что реально нового с 13 апреля? Первое. Слух Твиктауна 22 февраля о переносе Nova Lake на Customer Electronic Show 27 не подтвердился. Майские утечки про поставки образцов Nova Lake OEM-партнерам это опровергают. Пока все идет к запуску во второй половине 2026 года. Второе. 44 ядра вместо 42. Плюс замаячила перспектива большого кэша последнего уровня в недорогих процессорах без K-суффикса. Третье. Инженерные образцы Nova Lake уже отправлены на тестирование OEM-партнерам. Четвертое. Ожидаемые цифры производительности приросли плюс 20% в однопотоке и до плюс 100% во многопотоке. Пятое. Razer Lake на 80% это перемаркировка. Новый кристалл только у топовых процессоров. Шестое. Nova Lake AX не отменен, а переименован. Теперь зовется Razer Lake AX. Седьмое. Titan Lake — только мобильный вариант. Serpent Lake, как отдельная архитектура, удален и растворился в HALO-версии. Восьмое. Hammer Lake возвращает гипертрекинг и сидит в том же LGA 1954 сокете. Девятое. И вот еще один момент, который делает идею трех поколений на одном сокете физически возможной. МЛИД говорит, что и AMD, и Intel планируют оставаться на DDR5 до начала 30-х годов. DDR6 в потребительском сегменте — это представляется далекое будущее. Соответственно, контроллер памяти у Nova Lake, Razer Lake и Hammer Lake может быть совместим на уровне разводки. Без смены типа памяти долгоживущий сокет — это не маркетинговая обещалка, а инженерная реальность. Мы следим за новинками. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике.